Доброе утро, Стоп Гейм, в эфире Инфакт. 1С Game Studios наконец-то показала и сопроводительно рассказала о том, как именно играется их первая игра из серии «Сказки Старой Руси». В первом ролике разработчики уделили внимание базовым игровым механикам. Будут разные герои с разным набором карт. И, например, Василиса Премудрая будет призывать волшебных помощниц, мамок-нянек, и обороняться своими заклинаниями, а Варвара Краса может манипулировать очередью ходов соперника, сбивая тех с толку. Плюс карты общие для всех. Менять колоду разрешается после каждой схватки. Враги, в свою очередь, игромеханически напоминают Slay the Spire. У них нет карт, но есть определенный набор умений, которые они чередуют. А то, что конкретно они будут делать, заведомо показывает специальный индикатор. В следующем подобном видео разработчики хотят подробнее пройтись по врагам и их способностям. Релиз игры намечен на примерно второй квартал текущего года, не так уж и не скоро. Другой роуглайд, как предполагается более схожий с Dead Cells, могут анонсировать уже завтра, а привяжут его к франшизе Принца Персии. По крайней мере, подобными вбросами делится нынче наш завсегдатый инсайдер Том Хендерсон. Говорит Том, дескать, 10 апреля, аккурат на презентации инди-игры The III Initiative, команда Evil Empire, долгое время занимавшаяся поддержкой Dead Cells, громко и с фанфарами объявит о разработке игры The Rogue Prince of Persia. Он также добавляет, цитата: «Несмотря на постоянное творящееся в студии дерьмо, шоу Ubisoft Forward должно быть хорошим в этом году. У компании складывается отличная линейка из готовящихся игр». Конец цитаты. Ивент от Юбиков, кстати, состоится в начале лета, 10 июня. Создатели ММО с уклоном фермерства Палия одномоментно лишились сразу 35% своего штата. После не самого благосклонного приема публикой авторы сделали переоценку необходимых для поддержания игры ресурсов и пришли к выводу, что треть сотрудников, приложивших руку к игре, им более не нужна. Тем не менее, в комментарии для IGN команда заявила, что намерена полностью поддерживать бывших работников в переходный период, выплачивать им выходное пособие, помогать в трудоустройстве и профориентации, а также позволит оставить себе все предоставленное компанией оборудование. Звучит по-людски. Жаль, что с игрой не срослось. В своем текстовом ревью Джуби поставила игре заслуженный проходняк. Вот тут хочется немного позлорадствовать. В прошедшие выходные в Call of Duty Modern Warfare 3 прошел бесплатный триальный уикенд. Любой желающий мог свободно зайти и погонять в игру в течение пары дней. Как могли, и решили сделать это и читеры. Команда, отвечающая за поддержку местного античита Ricochet, заявила о 27 тысячах случаев блокировки аккаунтов, связанных с использованием в игре нелегальщины. Ну а на этом злорадство и кончается, потому что, как выяснилось, по шапке досталось и тем, кто к читам в этот момент не прикасался, в числе которых оказались и некоторые инфлюенсеры. Упс. Сооснователь Saber Interactive и по совместительству глава студии Beacon Мэтью Карч не так давно дал интервью порталу IGN, в котором выдал такой базированный слой приятных для геймеров слов, что сразу же разлетелся на цитаты. Непосредственные цитаты отдельной статьей найдете у нас на сайте, ссылку прикладываю, но парочку стоит озвучить и здесь. Говоря про неожиданный успех средней по вложенным в нее денежным затратам Helldivers 2, Карч не смог не восхититься ее примером и заявил, что Saber как издатель хочет равняться на нее, и поэтому цена Space Marine 2 не подскочит до $70. Цитата: «По мере удорожания производства игр, проекты за $70 просто вымрут». Понимаете, это ненадежная стратегия. Вспомните шумиху вокруг Киберпанка. Игра в конечном итоге оправдала себя, но когда так много денег вложено в один проект, когда ожидания завышены до потолка, вы сильно рискуете. А что если игра провалится? Помните, что стало с Ubisoft, когда она просто не выпустила ничего за год, отложив релизы? От такого тяжело оправиться. Я предполагаю, рынок изменится и качнется в сторону разработки со сниженными затратами, что не обязательно влечет за собой снижение качества. Конец одной из многих цитат. Новости киношно-игровые. Премьера сериала Fallout от Amazon и Джонатана Нолана состоится 11 апреля, буквально послезавтра, однако похоже, что его уже продлили на второй сезон. Издание Variety сообщило вот какую штуку. Кинокомиссия Калифорнии объявила список кинопроизводств, в котором достанутся налоговые льготы, если те перенесут съемки в их регион. Среди тех, кто может получить бонус, назвали и второй сезон сериала Fallout. А для этого ему надо, существовать. Первый, кстати, снимали в Нью-Йорке и Юте. Какие-то счастливчики уже видели первый эпизод сериала и отдельно отметили большую в сравнении с трейлерами жестокость и обилие черного юмора, очень эмоциональное вступление, лишние сексуальные эпизоды, хотя казалось бы, и чрезмерность сюжетных линий, дескать, бывает сложновато за всем уследить. Также среди плюсов отмечают очевидную любовь к исходному материалу.
Но есть и куда более важные для индустрии новости. Посмотрите на этого дяденьку. Посмотрите внимательно, потому что его нынче трудно узнать. Усилием воли или какими-то экспериментальными средствами, но этот мистер смог. Еще 2 года назад Гейб Ньюэлл, глава Valve, создатель Steam, выглядел совершенно по-другому. Так или иначе, пользователи большей частью рады и поддерживают мистера Valve, хотя и безобидные шуточки про изматывающие доставки Steam Deck и скидочные купоны на 80% нет-нет, да и встречаются. Хочется верить, что такие резкие перемены вызваны, скажем так, намеренно, а не как следствие развития какой-нибудь неприятной болячки. Еще одна теория предполагает искусственность происхождения этой фотографии. Найдено фото было на сайте компании Starfish, которая проектирует следующее поколение нейронных интерфейсов в виде беспроводных устройств с минимальным вмешательством в тело. Это связано не сильно, но некоторые нашли знакомый корень нейро и связали это фото с деятельностью какой-нибудь нейросетки. Так или иначе, пожелаем дядьке добра, особенно если его дела действительно идут в положительном ключе. И еще одна новость из разряда «Панда дала потомство», но это правда умилительно. Шон Мюррей, глава Hello Games и автор гадкого утенка индустрии No Man's Sky, прокомментировал недавние перемены в рейтинге своего главного проекта прямо в блоге Steam. Цитата. «Народ, мы поднялись до 78% позитивных отзывов в Steam во вкладке «Все обзоры». В 2021 году мы добрались до в основном положительных рецензий, это 70%. На это ушло 5 лет. С математической точки зрения каждый процент дается тяжелее предыдущего. Я никогда не думал, что это возможно, но, ребят, когда-нибудь мы сумеем дойти до отметки крайне положительные. Это 80%. Конец цитаты. Для протокола процентаж за последнее время сменился на единицу. Несмотря на старт работы над новым, не менее масштабным проектом Light No Fire, No Man's Sky продолжает улучшаться и получать контентные апдейты по сей день. В последнем, например, разработчики переработали космические станции и всякая по мелочи. В общем, вдохновительная фигня, блин. Вот на такой мажорной ноте и хочется закончить этот факт, чтобы спустя сутки уступить место следующему. У нас на сайте stopgame.ru за новостями следят тщательно, и контент свежий тоже выходит регулярно. Например, Семен Окроков вчера выпустил авторский видосик про то, как периферийный руль меняет восприятие жанра автосимуляторов. А на сим, доброго дня!